Привет! И добро пожаловать на мой канал. Если вы здесь впервые, меня зовут Алина, и я помогаю ребятам, которые учат русский язык как иностранный, расширить свои знания и чувствовать себя в русском более уверенно. Что если бы я вам сказала, что если вы можете говорить на английском, то почти точно можете говорить и на русском? Да, это ерунда. В продолжении темы про общение в интернете хочется затронуть распространенные англицизмы, которые многими используются при общении, но не только в интернете, а оттуда они уже перешли в реальную жизнь. Так что, если вам хочется быть немножко в тренде и общаться как прогрессивная молодежь, оставайтесь со мной, все расскажу. Про англицизмы я уже делала видео, и, возможно, кто-то из вас даже его уже видел. Если нет, ссылка внизу. Но там я рассказывала про слова, без которых мы уже не можем обойтись в своей жизни. А сегодня хочу поговорить про слова, которые появились относительно недавно, но которыми вы уже можете запросто заменить какое-нибудь русское слово, если оно не лезет вам в голову, а мысль выразить при этом хочется. Но не забывайте про русские окончания в глаголах. Какая-то же индивидуальность у нас должна быть. И помните, что все это относится к неформальному общению. И начнем с самого простого. Sorry. Очень часто можно услышать sorry вместо извини. И как мне кажется, sorry обычно говорят в качестве извинения на какую-то мелочь. Например, наступил другу на ногу или толкнул его нечаянно и сказал sorry. А вот если уже что-то посерьезнее, например, разбили его любимую чашку, а с ней и сердце, то здесь уже простым sorry не обойдешься. Это уже перерастает в прости, пожалуйста, или извини, пожалуйста, я не хотел. Потому что sorry в этом случае звучит слишком фамильярно и неискренне, без души. По крайней мере, мне так кажется. Альтернативные точки зрения приветствуются. И сюда к простым и уже универсальным словам можно отнести слово «окей». Но оно используется во многих языках, поэтому не вижу смысла его отдельно выделять. Еще одно несложное слово – это easy. И часто его можно услышать с предлогом на easy, то есть легко. Как прошел тест? Да вообще на easy сдал. Следующее слово – апгрейдить или upgrade. Существительное тоже есть. Апгрейдить значит улучшать, модернизировать. Например, апгрейдить можно свой компьютер, установив на него новую операционную систему. Или раньше в этой кофейне были только напитки и только на вынос, а сейчас и столики появились, и меню с блюдами. Вот это апгрейд. Чекнуть. Чекнуть значит проверить. Слушай, а ты не помнишь, как называется вот этот фильм, где пальчиком щелкнули, и все растворились в воздухе? Что-то в голове крутится, но не помню. Надо чекнуть. Еще пример. Текст готов, но надо чекнуть, нет ли там ошибок. Следующее слово – это proof, оно же доказательство. Я не люблю это слово на русском. Оно для меня звучит как-то слишком по-английски. На английском оно красивое, а на русском какое-то слишком хайповое. Иногда проще сказать «пруфы в студию» или «а пруфы можно», чем «предоставьте доказательства, пожалуйста». Поэтому, если нравится, пользуйтесь. Но можно, конечно, просто спросить «где доказательства?» «Bro, what's up, bro?» Да, и это мы тоже используем. Однако я снова вставлю свои 5 копеек и скажу, что я предпочитаю русское слово «брат». По той же самой причине, что и со словом «proof». Но «бро» среди русскоговорящей молодежи стало очень распространенным, и, наверное, по популярности оно скоро догонит «sorry» и «окей». Юзать. Юзать – это использовать. Пример. Я юзаю эту кофемашину уже 2 года, и проблем с качеством не наблюдал. Но если это же предложение сказать с русским словом, то это будет не я использую эту кофемашину, а я пользуюсь этой кофемашиной уже 2 года. Троллить. Наверняка здесь есть тролли, вам будет полезно. Я даже не могу придумать аналог в русском языке этому слову. Как будто бы его даже и нет. Шутить над кем-то,
разводить кого-то, разыгрывать. Но это все не то, все не до конца отображает смысл. Поэтому я просто надеюсь, что вы его знаете. Я вообще впервые познакомилась со словом тролль, когда увидела вот это большое и страшное существо в Гарри Поттере. Короче говоря, знаете, что в русском языке мы тоже друг друга троллим. Агриться значит злиться. Ты чё агришься? Чё случилось? Тоже вполне себе частая замена русскому слову. Но напомню, что спряжение все же знать надо, чтобы не получилось «ты чё агриться?» или «ты чё агритесь?». Игнорить. От глагола игнорировать, но в молодежном сленге его используют в сокращенном варианте. А есть еще существительное игнор. Тут особо нечего объяснять, оно используется точно так же, как и его длинная версия. Ты почему меня игноришь? Отвечай! Loser. Неудачник. Но я бы сказала, что это достаточно устаревшее слово. Могу ошибаться, но я как будто бы его слышу с самого детства. Да и в последнее время не то чтобы часто от кого-то слышу, но в интернете оно определенно есть. Я помню период, в который было модно говорить именно loser на английский манер, но такого я тоже уже давно ни от кого не слышала. Бесполезное слово. И еще одна забавная история из детства, связанная со словом fuck up. Для начала fuck up – это вполне себе приличное русское слово, которое означает неудачу, промах, что-то, что пошло не по плану и провалилось. В детстве я, и не только я, все мои сверстники, раскидывались направо и налево словом fuck. И в нашем понимании fuck – это был средний палец. Все просто. Никакого плохого смысла мы в него не вкладывали. Ну, наверное, не очень прилично ходить и всем показывать средний палец, но между нами это была безобидная шутка. И только спустя много лет я узнала, что на английском средний палец будет немножко по-другому. Ну и слово fuck тоже означает немножко другое. Вот так. Учите, дети, английский, чтобы уметь говорить по-русски. Этот список можно еще расширить несколько раз, потому что постоянно появляется что-то новое и распространяется по интернету. Да и помимо того, что я сегодня осветила, есть еще куча всего, говорить можно бесконечно. Так что если у вас есть чем дополнить, комментарии приветствуются. Ну а я вас, как всегда, благодарю за просмотр и увидимся в следующем видео. Пока! Чао, какао! Giving me wind and rain. You're some kind of bird.